Здесь у нас какой-то грузин, чем-то на Сталина похож. Всем привет! Продолжаем наши прогулки по Москве. Сегодня покажу вам переулок, где впервые появилось электрическое освещение. Дом, где родился и жил Андрей Миронов. Вспомним про шоколадную фабрику Эйнем. Прикоснемся к истории и палатам, в которых жила мать Петра I, и монастырь, к которому приложил руку сам Петр. Пройдемся по двору, где проходил первый в России чемпионат по скоростному бегу на коньках и первый хоккейный матч Москвы. Заглянем в Константинопольское подворье, построенное в исламском стиле. В общем, сегодня гуляем по Петровке. Улица Петровка. Справа у нас Столешников переулок. Я как-то по нему уже ходил, поэтому все видео есть на канале. А сегодня идем гуляем по Петровке. Обратите внимание сразу вот на это здание с правой стороны. И также на той стороне светлое здание. Это два здания близнеца. Они как бы отзеркалены. Как раз таки идет впереди, куда я показываю, это у нас улица Петровские линии. Они соединяют Петровку и Неглинную улицу. И эта улица образовалась с 1870-х годов. Как раз таки тогда и были построены вот эти дома, которые идут вдоль Петровских линий. Сравнили, да? Вот первый дом и с этой стороны его зеркало. Оно прям один в один. Это парадная сторона вот этих домов. Это у нас 18-й, вот этот 18-й дом, это 20-й. С той стороны, с улицы Неглинной, они уже имеют адрес, номера 19 и 21. Так, переходим улицу и по дороге расскажу. Давайте еще на балкончик. Такая полукруглая форма. И с этой стороны то же самое. Балкончик, полукруглая форма, лепнина. Вообще вот эти здания полностью вот слева и справа когда-то принадлежали товариществу Покровских линий. В этих домах были ресторан, квартиры, потом книжные лавки, библиотека, торговая галерея, торговая галерея с цветами, лавки антиквариатные. Позже была уже открыта музыкальная школа. Также ряд помещений сдавались товариществу электрического освещения. И этот переулок был один из первых, который освещен электричеством. В общем, повезло им. Сейчас дойду немного вперед и вернусь уже назад. Они реально прям близнецы. Давайте с этой стороны тоже покажу вам. Отель Будапешт. Вот, обратите внимание вот на эти вазоны, как бы в проемах. С этой стороны и с этой стороны все то же самое. Единственное, чем отличаются сейчас, это цветом. Все, возвращаюсь сейчас на Петровку и пойдем уже дальше. Насыщенная у нас сегодня история, прогулка. Так, в этом здании в 1882 по 1926 жил и работал известный издатель книг по изобразительному искусству Иосиф Кнебель. Да, здесь много кто жил, доходные дома, квартиры сдавались в аренду, поэтому много известных личностей. Но улица такая очень красивая. И прогулка у нас, говорю, сегодня будет насыщенная, красивая, богатая историей. Впереди покажу вам подворье, монастырь. Прогуляемся по монастырю.
к которому прилагал руку Петр I. В части там есть нарышкинские дома, в котором жила мать Петра I. Ну, обо всем по порядку. Посмотрите, какой замечательный и красивый вид открывается вперед. Как раз таки на колокольню монастыря, куда мы с вами идем. Мы пройдем там, уйдем потом направо. В общем, все впереди. Вот в этом доме номер 22, такой непримечательный, родился и жил Андрей Миронов. Так, сейчас обойду. Справа он идет, сейчас начнется Рахмановский переулок. И перед нами как раз таки открывается вид на здание московских сберегательных касс. Строили его с 1902 по 1920 года. Тоже вот такие колонны огромные. Центр диагностики и телемедицины. Рахманиновский переулок. Давайте немного сюда покажу вам. Переулок небольшой. Я думаю, отсюда достаточно его показать. Поэтому туда мы не пойдем. Все, зеленый свет, переходим. Здание такое серое. Тоже особо не примечательное, но выделяют его, конечно же, вот эти колонны. 6 колонн огромных. Давайте еще вот на этот вид. Вверху, я так понимаю, что последние 2 этажа уже были надстроены в современное время. Вот этот дом под номером 19, это у нас доходные дома Коровина. Вот он, видите, такой большой идет. Пойдемте. Вот здесь, скорее всего, когда-то раньше были витражи, я предполагаю. И уже такое более современное остекление. На первых этажах, как и сейчас, раньше здесь были магазины. А здесь же еще находилось кондитерское товарищество Эйнем. Помните, я снимал видео «Прогулка по острову». Как раз таки рассказывал и показывал вам фабрику шоколадную на острове Москвы, рядом с Кремлем. Поэтому, кто не посмотрел, обязательно посмотрите. У нас истории все перекликаются, все фамилии известные тоже не раз всплывают в моих историях. Кстати, это то же самое было, как и в Сербии, когда я снимал ролики. На канале много видео про Сербию из Сербии, поэтому посмотрите любые города, любые истории. В принципе, можете все это посмотреть на канале. Так, и нас интересует вот то двухэтажное здание. Следующее сразу же. Это у нас усадьба Шемякина. И я сейчас перейду как раз таки на ту сторону. Потому что мне нужно будет пройти, показать там еще одну усадьбу. Она как бы спряталась от дороги чуть-чуть в глубине. И вот по факту я уже подхожу к монастырю. Сразу буду говорить название, улицу и номер дома, чтобы вы могли потом совершить точно такую же прогулку, если захотите. Везде есть указатели, в принципе. Я думаю, вы не заблудитесь. Так, пешеходный переход. Давайте я здесь перейду. Вот, видите, у нас в глубине спряталась усадьба. Городская усадьба Кирьякова. Представьте, перед домом когда-то вот здесь был небольшой пруд, огород, оранжерея. Сам же хозяин этой усадьбы как бы был известным человеком, меценатом, владел текстильными фабриками, также продавал семена овощей и цветов. И за свою историю эта усадьба также
как, наверное, и многие усадьбы в Москве, сменяли, да, наверное, правильно, владельцев. Одними из владельцев были коллекционер Карабанов, князь Оболенский. Потом здесь находилось музыкальное Мариинское училище, зубоврачебная школа и лечебница. И в советское время здесь уже была поликлиника. Еще раз, 1780-й, архитектор Матвей Казаков. Кстати, покажу вам не только это здание этого архитектора. Казакова все знаете, по моим историям тоже. Знаете, что он строил для Екатерины II в Царицыно дворец. Кстати, в Царицыно я проводил прямой эфир, поэтому тоже можете его посмотреть. Я ходил сначала по территории непосредственно, и по ссылке, там есть в описании, первая ссылка, можете посмотреть, как этот дворец выглядит внутри. Потому что внутри я тоже снимал, только отдельно. Вышел я опять на Петровку. Прямо у нас идет Крапивинский переулок. С левой стороны как раз таки, вот видите, где крест. Это церковь Пахомия. Я потом пойду в ту сторону и покажу вам ее. Ну, сейчас хочу зайти еще на территорию самого монастыря. И покажу ее, вернее, церковь с той стороны, изнутри. Это у нас идут Нарышкинские палаты. Посмотрите, они очень красивые. Напоминают стену кремлевскую. Только не такие прям вот буро-красные, да, более светлые. Светлые тона. И вот эти Нарышкинские палаты относятся как раз-таки к монастырю. Высокопетровскому монастырю. Посмотрим сейчас монастырь. Монастырь строили в 17 и 18 веке. Сами же вот эти палаты Нарышкинские были построены в 1690 году. И как раз таки вот они и служили резиденцией матери Петра Первого. Так, не буду перебегать, хотел перебежать. Еще сейчас покажу сразу Петровскую переулок. И в общем, вот эта вся территория, получается, от начала, да, Нарышкинских палат. И вот туда продолжается. И там мы, когда пойдем по переулку Крапивинскому, тоже покажу вам. Это все была резиденция, вернее, не резиденция, а часть усадьбы Нарышкиных, которая находилась за стенами монастыря. И позже уже палаты эти подарил монастырю вместе с прилегающей территорией дед Петра Первого, Кирилл Нарышкин. А я хотел вам показать вот переулок Петровский. Тут, кстати, название, ну, описывается, что название образовалось в 18 веке и дано по Высокопетровскому монастырю. Переулок у нас вот такой, тоже небольшой. Слушайте, а вот это дом, по-моему, работников НКВД. Все, пойдемте дальше. Туристы здесь, честно говоря, особо не ходят. Народу сегодня не особо много, на дворе осень, но еще по-летнему тепло. Это у нас монастырская кофейня. Будете здесь, можете кофею зайти попить, чашку кофе, да, как кто-то у нас пел в песне. Марина Хлебникова, по-моему, чтоб я ее вспомнил. Колокольня монастырская и надвратная церковь. Такие росписи. Давайте позади меня, как выглядит улица. Улица красивая, особенно когда с той стороны смотришь в эту сторону. Вот эта колокольня очень шикарно смотрится. Все, пойдемте, сейчас зайдем. Мы, кстати, потом сюда вернемся, на Петровку. Только
Вот с той стороны, куда я показываю камеру. Сейчас погуляем здесь, потом вернемся назад. Через Крапивинский переулок пройдем. Все, мы вошли с вами. Это надвратная церковь, ворота святые. Сейчас прогуляемся. Здравствуйте. Так, давайте с этой стороны покажу я. Пойдемте почитаем, что у нас с левой стороны. Вот в этом здании в 1966-1982 располагался Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников истории и архитектуры. Культуры, вернее. Там еще у нас одни ворота. Но мы как раз таки через сквер пройдем с той стороны. Я их покажу вам с другой стороны. И по факту вот это у нас Боголюбская церковь. Она встречает нас, видите, мы входим и сразу она перед нами. И вот эта церковь была построена на средства Петра I. И здесь же находится, кстати, фамильная усыпальница Нарышкиных, его родственников по материнской линии. Вот это, по-моему, белое здание есть усыпальница. Вот перед нами. Давайте пройдем, может быть, здесь указатель какой-то. Но я точно знаю, что вот это должна быть усыпальница. Есть табличка «Храм в честь Боголюбской иконы Божией Матери» с усыпальницей бояр Нарышкиных. Вот так она выглядит. А я же хотел еще вам показать вот эту церковь необычную. Это реально необычная церковь. Точно такая же была похожа на Варварке, но она не сохранилась. Видите, она такой круглой, столбовидной формы. Это Петровский собор, и строил его итальянский архитектор. И вот в таком виде она как бы дошла до нас с 1514 года. Ее, конечно же, реставрировали, она приходила в упадок. Но ее, видите, вот восстановили. Также есть табличка 1514 год нам тоже указывает. Это все восстановленное. Причем восстанавливали ее во времена СССР еще 1980-е годы. Есть история на русском, на английском языке. Поставьте на паузу и почитайте. Ну да, вот видите, написано, что в конце прям была в середине 80-х годов отреставрирована. И по максимуму приближен к первоначальному виду вот этот храм. Вот это у нас здание. Это трапезная. Ох, смотрите, сейчас какая красота. Мы сейчас давайте с вами прогуляемся вниз. Под вот этим как бы мостиком туда дальше. Да, я вам церковь покажу. И вернемся сюда, поднимемся. Колокола, смотрите, маленькие. Как раз таки я иду к церкви Пахомия, которая с переулка. Кафе, смотрите, здесь есть. Монастырская кофейня. Наверное, это она есть с той стороны. Так. Вот такой проход. Так, что тут? Пирожковая дальше. Поэтому, ребят, будете здесь, можно кофе попить, пирожки поесть. Сейчас пройдем, слушайте, как классно здесь. Чувствуется прям старина. Не надо из Москвы никуда выезжать, я имею в виду ехать в какие-то там далекие города, чтобы смотреть монастыри, церкви, потому что в Москве их настолько много, они настолько здесь разные, что вы все это здесь увидите. Все это дело старое, видите, идет реставрация, склепы. Также вот он, проход, я мог отсюда зайти, но я
Сейчас вернусь, все равно покажу и вернусь потом отсюда. Ну, с Петровки начну дальше. Вот она у нас, церковь Пахомия. Ее построили в 1753 и в 1755 она была закончена. И вот на этом месте, кстати, находились белокаменные ворота усадьбы Нарышкиных. Видите, она построена по факту как бы на этих воротах. И все это усадьба Нарышкиных была. Представьте, какая она огромная. Давайте пройдем, посмотрим. Вот такие ворота. И вот она, надвратная церковь. Не, круто, что можно прикоснуться к этой старине. Здесь, видимо, что-то было раньше. Прям реально. Все это потрогать, посмотреть. Усадьба, представьте, какая большая была. В ту сторону, потом она дальше проходила туда. Границы ее очень огромные были. Сейчас поднимемся с вами вот на этот мостик. Возможно, можно будет пройти вот по этой стене. Продолжается туда, в ту сторону. Там уже слышу детские голоса. Скорее всего, там детский сад. Звон. Так, храм во имя Сергия Радонежского. 1690 год. И туда пройдем. Ну, сначала здесь. Да, классно. Приходите сюда. Не пожалеете. Даже если вы не поклонник, не фанат, там, не верующий, неважно. Просто придите и погуляйте по этой старине. Это того стоит однозначно. И туда пройдем сейчас. Сейчас дойдем сначала до надвратной церкви. Слушай, какая красота. Нарышкинские палаты. Тоже вот все делали, закругляли это все дело. Ко всему можно прикоснуться, потрогать, погулять. Кто-то там работает. Вот. Женщины фотографируются. Сейчас покажу вам еще сзади. Взглянем сначала на переулок. И потом покажу. Вот сейчас откроется у нас вид, кстати, на переулок. Вот там я был. Петровка 23. Я вернусь сюда и пройдемся в ту сторону. Там не менее интересно, поэтому не переключайтесь. Вот теперь вид на эту сторону. Ребят, самое время поставить лайк, кто еще этого не сделал. Сейчас еще пройдемся в ту сторону, посмотрим, что там. Я же снимал уже Новодевичий монастырь. Там шли ремонтные работы, реконструкция, поэтому я не смог взобраться на крепостные стены. Ну, крепостные стены, вы поняли, да, что я имею в виду? На стены монастыря. Я не знаю, можно там ходить или нет, но здесь можно подойти, прогуляться, подняться наверх, поэтому здесь, на самом деле, более интересно мне, потому что я могу поближе вам все это показать сам. Видите, поднимаюсь наверх, захожу куда можно. Мне нравится, когда я это могу сделать. Не просто издалека как-то показать, а непосредственно прикоснуться к этому месту. А прикоснуться — это значит подойти ближе, говорю, прям вот пощупать. Вот такой вид открывается. И пойдемте сейчас с этой стороны обойдем. Это все деревянная крыша. Да, это детский сад.
И вот с этой стороны я уже вышел. Ночью все это дело подсвечивается, видите, фонари. И художник рисует. Слушайте, красиво получается у него. Прям как будто бы фотография. Колокольня. Еще раз покажу вам как раз таки вид с этой стороны. Вот такой вид открывается. Все, я тогда перемещаюсь в переулок. Крапивинский переулок, церковь Пахомия, ворота. И пойдем сейчас дальше туда. Кстати, нужно зайти в переулок. В арку, вернее, с правой стороны сейчас зайду. Еще раз вам монастырь. И вот как раз таки с правой стороны, видите, арка. Если будете здесь, обязательно сюда зайдите. Там как раз таки внутри у нас усадьба Адаевских. Вот она. Это у нас главный дом усадьбы Адаевских. Смотрите, какой он огромный. Он реально очень-очень большой. Мы сейчас обойдем его. Обойдемте, давайте, справа налево. В общем, вот этот дом построили в 18 веке. Сразу скажу, что он жилой. Сейчас в нем живут люди. Территория, видите, тоже большая. Так, ну давайте тогда вот туда пойду дальше. Получается, как я вошел в арку с правой стороны от дома, вот такой небольшой сад, можно сказать. И в ходе пожара 1812 года он не пострадал, так как здесь находился главный штаб французской армии. Благодаря этому он и сохранился до наших дней. И говорят, что раньше, ну когда-то перед домом, еще в те времена, какой там, 19 век у нас, да, находился небольшой пруд. В зимнее время, давайте я вот здесь пойду сейчас, в зимнее время заливали на нем каток. И здесь же в 1889 году прошел первый в России чемпионат по скоростному бегу на коньках. А в начале 20 века здесь же был первый в Москве хоккейный матч. Позже уже каток осушили, рядом построили небольшой павильон одноэтажный. Вот он с правой стороны.
Это у нас спортивный павильон. Вот так он выглядит. Петровка, 26. Колонны идут тоже. Да, и сейчас здесь, сейчас прочитаю. А также спортивное, видите, сооружение Общественное государственное объединение Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Все так же, согласно традициям, спортивный центр. Ну, хорошо, когда традиции продолжаются. Оценили дом, да? Масштабы его очень огромный. Реально это прям какой-то дворец. Выглядит, конечно, он скромненько, но согласно его таким огромным размерам, здесь точно дворец. В общем, вот так. Загляните в арку, будете здесь. Все, выхожу тогда я в переулок и пойдем дальше гулять. Много, кстати, вот таких домов, которые прячутся в арках. Идешь, арка. Заглядываешь, а там какая-нибудь красотень. Так, выхожу назад. С левой стороны у нас посольство Алжира. Видите, номера красные. Вот там у нас посольство Алжира. Вот этот желтый флигель сразу вам показываю. Дальше расскажу про него историю. Я же хочу начать сначала вот с этой церквушки и вот с этого подворья. В общем, ребят, это у нас церковь Сергия в Крапивниках. Проще говоря, Сергиевская церковь. И была она построена в 1591 году. А вот это все жилые дома подворья. Так называемое Константинопольское подворье. Дома же были построены в период 1887-1892 год. И, кстати, вот про эти дома я и говорил, что они построены в исламском стиле. И строительство здесь велось за счет казны. И обошлось оно в 160 тысяч рублей. В домах жили священники, а другую часть домов перестроили под доходные дома и сдавали в аренду. В советское время здесь уже были коммунальные квартиры. Сейчас, видите, они не в очень хорошем состоянии, можно сказать, в плачевном. Не знаю, по какой причине. По факту тут, можно сказать, центр Москвы. Но выглядит все это печально. Вот подъезд номер 4. Так, церковь с этой стороны. Она, видите, идет так. Церковь и как бы полукругом, полумесяцем вот эти дома идут. Причем по цвету, смотрите, они немного отличаются. Либо вот эта часть уже как-то обновлена, судя по всему, да. Окна вставлены деревянные, крашеные, а здесь более такое старое. И окна тоже, по-моему, деревянные, а может под пластик, под дерево сделан, не скажу. Ну, в общем, вот так. Что-то вот заложено. А, это плита. Не разберу, что там написано. Но, в принципе, историю я вам такую основную рассказал. И напротив, смотрите, вот на этот красивый двухэтажный домик. Простенький. Как говорится, простенько, но со вкусом. Балкон какой, металлический. Это у нас городская усадьба Катуаров. И называется она так по последнему собственнику. Дом был построен после пожара 1812 года. И вот тот одноэтажный флигель желтенький, как раз я про него вам и говорил, он тоже относится к этой усадьбе. Сама семья Катуар происходила из французского аристократического рода. Они занимались поставками иностранных вин, чая, потом оливковое масло, владели сахарным и кирпичным заводами.
шелкокрутильной фабрикой и недвижимостью, обширной причем недвижимостью в Москве. Они были настолько известными, что в честь них назвали даже железнодорожную станцию Катуар. Это Савеловское направление. Рядом находилась их загородная усадьба. В этом здании, видите, табличка есть: Российский православный университет. По факту оно только, наверное, действующее. И выхожу я на Петровский бульвар. И идем сейчас налево опять на Петровку. В той стороне мы с вами гуляли. Трубная площадь. Проводил прямой эфир. Тоже можете посмотреть, на канале есть. Там как раз таки начинал я около цирка на Цветном бульваре, где было выступление. И потом пошел уже гулять дальше по Москве. Кстати, вот сейчас с левой стороны у нас начинается усадьба Татищева. Вот они, желтые строения. И в этих зданиях, в главном доме, бывал император Павел I. Кстати, чем и гордился хозяин дома. Это у нас левый флигель и посередине главный дом усадьбы. А что самое интересное, в 1860 году эту усадьбу приобретает вся та же семья Катуар, про которую как раз таки я вот рассказывал, да, только что. И владели они этой усадьбой до 1917 года. Сейчас здесь научный центр экспертизы средств медицинского применения. Вот такая усадьба, тоже балкон, выходящий на бульвар. Справа еще один флигель. Кафешка там. И пойдем как раз таки сейчас по бульвару до Петровки и повернем налево. Все так же, видите, монастырский комплекс, церковь. Я как бы ее вокруг обхожу. Подхожу к Петровке. Слева монастырь и дом монастыря. Также есть вход. Видите, у нас получается, что 3 входа в монастырь с разных сторон. Дальше, если я перейду Петровку, у нас будет Страстной бульвар. И на той стороне, видите, у нас там памятник Высоцкому. И вдалеке вы можете видеть как раз таки высотку в таком, знаете, в американском стиле. Что-то напоминает Чикаго, Нью-Йорк. Как-нибудь мы тоже с вами там прогуляемся. Все, вернулся я опять на Петровку. Но мы пойдем сейчас с вами не в монастырь, вот он вход с левой стороны, а как раз таки я зайду напротив. Это у нас усадьба Губина. В данный момент в ней расположен музей современного искусства. Дом построен в конце 18 века. Сейчас подойду как раз таки к монастырю поближе. Покажу вам еще раз центральный фасад этого дворца. Это реально дворец. Смотрите, какие колонны. И знаете, кто его строил? Тоже Матвей Казаков. Сам дворец, этот дом, пострадал в ходе пожара 1812 года, поэтому он перестраивался. Восстановлен был. Ну, а внутреннее убранство вроде как бы сохранилось еще с тех времен. Все, переходим сейчас дорогу и пойдем посмотрим там, что у нас внутри на территории. Вот такая территория. Московский музей современного искусства. Такой вход интересный. Все будет хорошо. Да, я тоже хочу, чтобы было все очень хорошо.
На территории вы можете погулять бесплатно. Если хотите чего-то большего, то нужно пройти вовнутрь. Не знаю, сколько стоит посещение его музея. Вы можете посмотреть на сайте. Это у нас чугунные трубы. Да, по факту сделано все из подсобных материалов. Бочки, чугунные трубы, батареи. Так, а это что? Жалко, таблички никакой нет. Прочитать. Слушайте, на Высоцкого похож. Прям похож на Высоцкого. Ребят, напишите. Вот мне Высоцкого напоминает. Возможно, это он и есть. А это тоже похож на какого-то артиста. Вот похож. Так, автомобиль не буду показывать, это какая-то реклама. И давайте здесь посмотрим. Отвернулись они от нас, смотрят вперед в стену. Сапог, с левой стороны рука. А представьте, что вот на этой территории, вот видите, она территория такая небольшая. Когда-то был пруд, оранжерея, сад. Теперь здесь вот такое искусство. Это, наверное, у нас дверь, какая-то прям такая сейфовая. Обувь, шапка, шапки, не одна, валенки. Ключ вот такой. Решетка. Слушайте, а вы обратили внимание вот на этого, на этот постамент? Это Иисус, наверное? Или нет? Вроде девушка какая-то. А, нет, это не Иисус. Просто я пошел сразу направо. Пропустил эту скульптуру. Так, здесь у нас кто? Художники что-то творят. Автор Церетели. Понятно. Церетели мы тоже с вами видели, когда я показывал, шел, вернее, на грузинскую слободу. Видео также есть на канале. Так, это что у нас символизирует? Кто что видит, ребят, напишите. Что вы видите вот в этом? Я, к сожалению, не понимаю, что это такое. Мне и, знаете, и кнопка чем-то напоминает. Вот сразу почему-то думал кнопка. Но я думаю, автор больше задумывал в этом, нежели просто кнопка. Посередине у нас такой треугольник, центр. И такие разломы идут. Фотограф фотографирует свою любимую собачку. Птичка сидит. Вот такая псина. Здесь у нас какой-то грузин. Чем-то на Сталина похож. Яйца в шапке. Попугай. На голове тоже птички. Но мне на Сталина похож. Так, здесь ребята у нас играют в древнюю игру. Мы тоже в такую игру играли. Причем выстраивались больше, и надо было прыгать. Вот другая команда запрыгивает, и вот эти держащие внизу должны были удержать всех, кто наверху. Если всех выдерживает, потом команды меняются, и потом начинается по новой, как говорится. Здесь у нас музыканты тоже на Грузии. Нет, на кого похоже? На турки. Да, что-то есть. Ребят, я, конечно, просто говорю то, что вижу. Каждый может из вас видеть что-то свое. А что у него за спиной? Гитара. Так, здесь у нас тоже какие-то две скульптуры спрятались прям. Дама с пышными формами. И последняя такая сцена. Такое как бы настенное панно. Вот такой небольшой
музей под открытым небом. Ну что, ребят, на этом буду заканчивать. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока.